Итак, друзья мои, мы с вами сегодня обсуждаем интересную тему, которую мы несколько раз касались, но так особо не обсуждали. Но все же стоит обратить на это внимание, потому что кочевники– это предки очень многих народов мира, основного количества, я бы сказала, и поэтому они стоят внимания, их традиции, обычаи. Самое главное– магия, магия кочевников. Кочевник из тюркского слова коч, что означает эм, сборы. То есть это люди, которые постоянно готовы собираться в путь. Поскольку образ жизни кочевников, добрый вечер, поскольку образ жизни кочевников не давал им возможности особо много приобретать вещей, потому что это все надо было постоянно перевозить от одного места на другое. Именно поэтому их магия, их образ жизни отличается аскетизмом, и нужно было иметь с собой самые-самые, что ни на есть, предметы первой необходимости. Предмет роскоши абсолютно исключался. Это потом, когда они стали вести оседлый образ жизни, это когда они создали свои государства и остались там, вот тогда уже стали обращать внимание и на роскошь, и на украшения, на прочее, прочее. Я иногда смотрю старые фильмы, например, как-то показывали Халиме и Эртугрул. Если кто не знает, Эртугрул был основателем Османской династии. То есть от имени его сына Османа Али происходит династия османов. Но то есть он предок османов. И там показывается прям роскошная жизнь, украшения, там различного типа, значит, одежды и так далее. И это вызывает, у меня, по крайней мере, недоумение, смех, потому что в те времена этого всего не было. Но с другой стороны, я понимаю, что это спрос, как бы, это желание зрителей, это режиссерская работа. Если они будут показывать жизнь без прикрас, то никто эти фильмы смотреть не будет. Естественно, приходится добавлять, делать красивые какие-то зарисовки, картины, там необычные одежды, вещи, чтобы было интересно смотреть. На самом деле жизнь кочевника отличалась строгостью и аскетизмом. Ничего лишнего они не могли себе позволить, поскольку все время передвигались. Кочевники не были земледельцы, поэтому иногда, когда возникает такой спор, например, та же самая долма, да, тюркское ли это блюдо, мне хочется спросить этих людей, скажите, пожалуйста, а когда это тюрки выращивали виноград, когда они кочевали с одного места на другое? Как может блюдо, которое было, значит, куда входило виноградный вот это вот лист, как он мог принадлежать кочевникам? Ведь виноград выращивали оседлые народы. Культуры всякие там, культуры выращивали оседлые народы. Кочевые народы в основном занимались скотоводством. Понимаете? Просто здесь нужно включить логику, чтобы понять, о чем идет речь. Основное количество традиций, обычаи, песен, основное количество блюд и так далее взаимствовано у тех народов, рядом с которыми они находились. И это нормально, потому что народы, они друг у друга берут. Они взаимствуют, они через себя пропускают, они делают по-своему какие-то блюда. Но это взаимствовано у народов, которые находились рядом с ними. Взаимствовано также от них очень много словарного, очень много названий и прочее, прочее. То есть это говорит о том, что кочевые народы, кочевники, да, сами по себе, имея свою основу, брали и чужое, и пропуская через свою культуру, они воспроизводили нечто новое. Пойдемте далее. Откуда в основном начали идти кочевники, кочевые народы? Значит, хочу вам прояснить одну ситуацию. Часто читаю про гуннов. Вот гунны были тюркские племена, тюркские народности и так далее. Ничего подобного даже близко нет. Гунны были европейская нация. Гунны были
светлокожие, с голубыми глазами. Их описание есть у многих тех военачальников, которые с гуннами вступали в переговоры. Собственно говоря, сам царь гуннов Атила описывается как светловолосый, голубоглазый, высокого роста. Ну, просто вот описание, можно сказать, викинга чуть ли не. Но никак не, скажем, описание азиата. Абсолютно. Гунны были европейская нация, и гунны растворились среди осетин, грузин, армян. Гунны как пришли, так и исчезли. Очень странно, очень странное, скажем так, вот это, наверное, в истории человечества, это единственное происшествие, необъяснимое просто, необъяснимая такая, как вам сказать, аномалия, что целый народ, который завоевал столько земель, который создал огромное, сильное государство, в один момент куда-то исчез. И их нету. Они же не испарились в воздух. Они слились среди тех народов, среди которых они жили. Но гунны были европейская нация. И язык их очень похож, схожий был с испанским, с итальянским. Римляне говорили, что их языки чем-то схожи. То есть они даже подозревали, что это были когда-то некогда беглые этруски, которые создали со временем там государство. Так что гунны к азиатам, к азиатским племенам вообще никакого отношения не имеют. Но поскольку сейчас можно исказить историю как хотите, знаете, переделать это все, то сейчас уже каждый по-своему озвучивает, да, сей факт, пытаясь как-то под себя грести это все. Единственная память от гуннов, которая осталась, мы сейчас говорим о кочевниках, они тоже были кочевой народ. Единственная память о гуннах, которая осталась, это дерево гуннов, кизиль. На армянском языке называют хон, гун. Это они привели из степей, непонятно откуда, честно говоря. Из каких-то там степей. В общем, этот плод, этот фрукт был доселе неизвестен на Кавказе и в Закавказье. Гунны привели кизиль. Вот. Здравствуйте. Следующий момент. О гуннах мы мало что можем говорить, если только так собрать по крупицам, потому что о них очень мало что известно. Но поскольку гунны нас сегодня не интересуют, нас интересуют те народы, которые живы, здоровы, здравствуют, то есть и их предки кочевые. Сегодня мы обсудим их. Великое переселение народов заканчивается 1200 лет назад. Это где-то вот как раз время формирования именно второго русского государства. Почему второго? Потому что до этого был Славянский союз. Но потом формировался под руководством варягов, формировалось русское государство, именно Русь. Русь, которую мы условно называем Киевская Русь. Некоторые идиоты, иногда бывает, что я вот в форумах читаю, да Русь была Киевской, она не зря же Киевской-то называли Русь. Вот, Киевская Русь была изначально и так далее. Я хочу вам сказать, что Киевская Русь – это название, которое дали историки. В свое время Русь не называла себя Киевской, понимаете? Это от невежества и от необразованности идет эта путаница. Помните, такой фильм был, когда женщина приносит, значит, куда-то там, приценивается, в общем, сколько будет стоить ваза, которую ей подарили, древнегреческая, она говорит. И мастер, посмотрев на эту вазу, говорит: мадам, вас обманули, это не древнегреческая ваза, это подделка. Она говорит: как же так? Не может такого быть. Здесь даже написано: это сделал я, древний грек Ахиманос. То же самое. Значит, не может в то время Русь не могла себя именовать Киевской или какой-то иной. Это мы делим периоды правления Рюриковичей. Значит, киевское правление – это когда еще Киев был столицей Руси, а потом московское правление, когда во времена Ивана IV, нет, не Ивана IV, извиняюсь, Ивана III, начинается спор между Киевом и Московией
приглашают армянских купцов и говорят: ваши отцы были до наших отцов. Скажите, какой город был первоначальный, Киев или Московия? И армянские купцы отвечают: наши прадеды, наши предки говорили, что, здравствуйте, Марго, что первым градом на Руси был Киевград в честь князя Кия. И у него еще была сестра Лебеди. Я думаю, что вы Харуик, значит, Ки, Лебеди. Эту легенду, я думаю, вы должны знать. Потому что Харьков в честь него названо, в принципе. И так далее. Итак, 1200 лет назад Римская империя начала переживать свой упадок. Римская империя, да, Хориф и Лебеди. Ки-Шек, Хориф и Лебеди, точно. Значит, распалась сначала Римская империя, потом распадается... Нет, она еще не распадалась, извиняюсь, разделилась Римская империя на северную и восточную. Значит, восточная назвали Византией, северная осталась Римской. Это позже, в средние века, появилась Священная Римская империя. Многие путают. Путают Римскую империю и Священную Римскую империю. Римская империя, дорогие друзья, это Италия, это прилагающие территории, это завоеванные земли. Это некогда Византия тоже входила в Римскую империю. Потом она разделилась, когда Римская империя стала слабее. Но Священная Римская империя – это Австрия, это Венгрия, это вот эти европейские страны, которые соединились и образовали Священную Римскую империю. И это не Римская империя, это совершенно уже другая империя. Пойдемте дальше, с императором Атоном. Значит, великое переселение народов происходило по той причине, что Рим вел обширные завоевательские войны. Римская империя построила по периметру всех этих завоеванных стран, начиная от Кавказа, начиная от Дербента, даже вот с этих мест, и до Рима, построила царскую дорогу. Когда-нибудь слышали выражение «все дороги ведут в Рим»? Рим соединил себя со всеми завоеванными странами огромной дорогой, трассой. Старая римская дорога существует. Эта дорога римская до сих пор используется, дорогие друзья, до сих пор. Она настолько качественно была выложена, что до сих пор римская дорога из вот таких острых камней сделана просто по периметру, она используется. Так вот, по любой дороге из провинции Рима, любой провинции, африканской или провинции Рима, закавказской или провинции Рима, черноморской или провинции Рима, если бы вы сели, скажем, на арбу и поехали, вы бы дошли до Рима. Отсюда выражение «все дороги ведут в Рим». И вот эта дорога, которая вела в Рим, называлась Царской. Царская дорога – общая трасса, грубо говоря, соединяющая всю империю Рима, все завоеванное, вот все, что непосильным трудом они завоевали. Поскольку народы вынуждены были спасаться от римлян, они переселялись отсюда туда, оттуда сюда. Например, народы, живущие по периметру Дуная, все эти народы, значит, я вообще мечтаю когда-нибудь увидеть Дунай. Кто-нибудь есть рядом с Дунаем живущий народ? Дунай – это отдельная история. Я расскажу про Дунай и про силу Дуная, и про магическую силу Дуная, и про амазонок, которые жили в лесах Дуная. Это очень такая неисчерпаемая тема, которая, ну, просто... Если вам в школе история не была интересна, значит, ваш педагог был никчемный. Если бы был педагог достойный, история, поверьте мне, очень интересный предмет, если его правильно и красноречиво рассказывают. Значит, это народы по периметру Дуная, здравствуй, Америка, начали кочевать. Стали кочевать вестготы,
стали кочевать вандалы. Они начали, значит, начали уходить из, скажем так, своих вот этих земель, уходить к лесам подальше, потому что да, может быть, я сейчас не помню про какой фильм, стали уходить в леса, но они не уходили от своих насыщенных мест навсегда. Они просто уходили для того, чтобы потом возвращаться обратно. Но это было переселение народов. Но поскольку Римская империя входила в Галлию... Сейчас, извиняюсь, я отвечу на звонок. Все, извиняюсь. Так. Нет, не остановился. Я отошла, чтобы сказать, чтобы меня не отвлекали звонками. Значит так. Следующее. Забылась уже. Поскольку народы были вынуждены убегать из насыщенных мест, это называлось великое переселение народов. Но великое переселение народов и кочевые народы – это большая разница. Потому что кочевые народы, они переходят из одного пастбища на другое, когда заканчивается корм для их животных. В основном кочевые народы, они были скотоводы. Иного занятия у них не было. Они этим и жили, собственно говоря. Это их кормило, это и помогало им выживать. Следующий момент. Забыла уже. Значит, вандалы. Вандалы, которые от слова вандалы почему-то идет вот название вандализм и прочее, прочее. Я хочу вам сказать, что историю на самом деле писали народы-победители. Историю писали народы, которые имели грамоту, в отличие от других народов. И естественно, что они описывали народы, негодные для них. Здравствуйте, Нарина. Естественно, что они описывали народы, негодные для них, как каких-то дикарей, как каких-то, значит, страшных каких-то вообще чудовищных племен, да, и так далее. Как им было выгодно, в каком свете им было выгодно, в том свете они представляли эти народы. На самом деле Римская империя, римляне, называя вандалов разрушителями, святынь, памятников и так далее. Я хочу вам сказать, что вандалы, когда вошли в Рим, они вошли в Рим, чтобы спасти одну из римских принцесс и ее мать от насильственного замужества. Те просили их помощи для того, чтобы их отпустили на волю. Значит, вандалы освобождают этих женщин, не трогая абсолютно ничего в Риме, и выходят. Но почему-то на вандалов валится вот это вот нечеловеческие поступки, значит, разрушения и так далее. И мы до сих пор вот этот порог разрушительный называем каким образом? Вандализм, да? Мы это называем вандализм. А Римская империя сколько разрушила, сколько поработила народы, сколько сделала зла, это почему-то в счет не принимается. Но, значит, начинается
рассказы, легенды о том, что Папа Римский вышел, и, мол, по одну сторону стоял святой Петр, по вторую сторону стоял там Павел. И вот, увидев вандалы вот эту вот святость и эту непобедимость, испугались и отошли. На самом деле ни Петр, ни Павел там не пахали, и никто не вставал никуда. Просто с вандалами удалось договориться. Им дали огромную сумму, то есть золото, да, и отдали тех женщин, которых они просили. Они их освободили, забрали с собой, и все. После этого судьба этих женщин неизвестна. По всей видимости, они там так и жили. Вандалы переходят через реку на ладьях, на лодках. Огромное количество людей переходят через море и обосновываются на том берегу Африки, где в данный момент мыс Доброй Надежды. По-моему, нет, мыс Доброй Надежды, он с той стороны, извиняюсь, не там. Ну, в общем, обосновываются на том месте, где потом позже появится Карфаген. Они обосновываются на том месте, откуда Рим все время получает продовольствие. Значит, они обосновываются там, и, как написали историки времен Римской империи, они взяли Рим за горло. То есть они там закрыли проход, и это место назвали Горлорез. То есть они не давали караваны двинуться, пойти... Чего? Не все-таки, как вы считаете. Я к тому, что всегда в слове «история» говорят, это истолковано как из Торы. Нет, это глупо, так говорят люди. История означает история. Это на русском языке история слово, на другом языке по-другому звучит, например. Поэтому из Торы, что там из Торы? Тора – это всего лишь Ветхий Завет. Вы Тору читали? Это Ветхий Завет. Немножко видоизмененный, немножко в еврейском традиции. Это Ветхий Завет. Там ничего такого сверхъестественного, такого тайного нет. Это всего лишь сбор законов евреев. Как надо жить, что надо делать в семье, с другими людьми, с иноверцами и так далее, и так далее. И более ничего там нету. Через некоторое время вандалы точно так же исчезают. Они тоже растворяются среди народов и не остаются. В общем, когда где-то... Да ладно вам страшного, перестаньте уже. А где нету страшного? Что, в православии нету страшного? Скажите мне, пожалуйста. В христианстве ничего страшного не видели, нет? В христианстве там не сказано забивать камнями за блуд, око за око. В христианстве нету ничего страшного, нет ничего ужасного. Что сказал Христос? Я принес не мир вам, я принес вам меч, чтобы отец против сына восстал и сын против отца восстал. Ну, это в любой религии есть. Религия – это всего лишь доктрина насилия, чтобы навязать свою волю, чтобы распространить свою территорию. Это доктрина запугивания, значит, как еще вам, значит, подавить волю, запугать адом, запугать адовыми мучениями и держать в узде человека. Полностью его запугать и вот держать в узде. И почему религии пользуются успехом столько лет, да, столько тысячелетий? По той простой причине, что они очень выгодны власти. Они призывают к смирению власти. Не восставай, да, глаз Божий, там, глаз царя, глаз Божий и так далее, и так далее. Больше ничего. Но каждая религия со временем себя исчерпывает, поэтому это недолго уже осталось для того, чтобы религия самоликвидировалась. Значит, далее. Пойдемте дальше. Когда хватку Римской империи ослабила, вот тогда народы начали делать такой особый круговорот. На самом деле основное местонахождение кочевников, здравствуй, Ян, Ран, основное местонахождение кочевников это Алтай, это север
России. Сейчас России. Тогда еще... Привет, Ян. Вот прямо сейчас меня все вспомнили. Коломене. Это север, значит, север России. Это Алтай. По сути, тюркский язык – это алтайский. Монгольский в том числе. Это разные немножко элементы, но это тюрко-алтайские наречия. Значит, с Алтая уходят кочевники, уходят вглубь Китая. В Китае они остаются 6 веков, 600 лет. Естественно, видоизменяются. Там создается государство Уйгуристан. Вот уйгуры, они сейчас на самом деле называют колыбель тюрков. Значит, делится на две половины. Монголы, мангалы по-другому. Те, которые кочуют или ходят. Кстати, на армянском языке мангал означает ходить. Мангалы, которые ходят много, ну, так грубо говоря. Те, которые ходят, те, которые перемещаются из места на место. И тюркюли, что означает уходящие вдаль. То есть, да, уходящие вдаль. То есть тюркюли, которые уходят вдаль все время. То есть они на одном месте никогда не остаются, они все время передвигаются. Вот эти два основных разделения народов-кочевников. Дальше. Одна часть остается в Уйгуристане, вторая часть уходит обратно, значит, в Алтай, одна часть, а остальная часть двигается дальше по степям Тюркестана. Значит, принято считать, что был Великий Туран. Вот говорят, есть даже форум был такой, Туран, Великий Туран, тюркское государство и так далее, и так далее. Антон, вы написали и написали. Ждите ответ. Я не буду бегом бежать, сейчас вам отвечать. На самом деле великого Турана не существовало никогда. Это легенда. Его не было. Были племена кочевников, перемещались. Великий Туран – это всего лишь мечта, это всего лишь, скажем так, легенда о чем-либо. Туран – это часть Ирана. По легенде, Иран основали два брата – Ирач и Турач. Так вот, вот эти степи – это вот черная, нелюдимая, вообще бездетная, скажем так, земля. Значит, вот эта вся бездетная земля, она была отдана Тураджу, как человеку не очень хорошему, как злому, как нелюдимому человеку. И вот Турадж, значит, владел этой пустыней. И когда эти племена тюркюлов начали приходить вот в иранские степи, местное население начало их гнать. Потому что на самом деле они очень опасались, что они будут красть их скот, их девушек. Так и было, собственно говоря. Тюркюлов начали притеснять к этим степям вот, Тураджа, тураджским степям. Вот тюркюлы там обосновались, поскольку их было очень много, боялись их трогать особо, но все время притесняли. Тюркюлам некуда было деться. И вот приходит один из, значит, рождается в племени, в племени вождя тюркюлов, Тугрила, сын Тугрила, Ортугрул, что в переводе означает сын орла или орлиная стать, что-то в этом роде. Ортугрул обосновывает династию и мечтает когда-нибудь, значит, завоевать себе землю и поселить туда свой народ. Мечта Ортугрула осуществил его правнук. Его даже не правнук, а праправнук, значит, завоеватель Фатых. Сейчас уже забыла, уже вообще в голове. Значит, сейчас его звали. Все. Ой, подождите секунду, я должна вспомнить.
Ну, его он остался, в принципе, в истории как Мехмед. Нет, не Мехмед был. Ну, в общем, неважно. Случается это таким образом. Так, византийская, да, Мехмед, точно, Мехмед. Мехмед Фатих. Византийская империя уже была гниющей изнутри. Власть захватили уже инородцы. Велась политика притеснения, скажем, таких более не принадлежащих своему слою, да, значит, этих слоев общества. Ну, прогнивала Византийская империя, уже прогнивала, уже законы были нелепые, уже люди устали платить огромную дань, и она уже была в ослабленном состоянии, вся междуусобных войнах, вся в бюрократии погрязла, не было достойных судов, не было справедливости и все такое. И, естественно, очень легко и просто стало, значит, подкупить их. И в основном они ждали удара от моря. И вот, закрепившись там на башнях, ждут, значит, войска тюрков. И к великому их ужасу увидели, что тюрки, значит, они дошли на своих ладьях, на этих примитивных, скажем, кораблях до, значит, береговой линии Босфора, и оттуда начали высмеивать их, мол, все, дальше же не пройдешь, дальше уже нет воды. Там огромный такой, знаете, отрезок суши, потом снова вода. То есть, если бы они пешком шли вот этот отрезок суши, дальше у них не было бы возможности продолжать свой путь на воде. Вот на это и надеялись, что есть вот такая большая полоса суши, которая разделяет две половины воды, а значит, нет у них выхода. Пешком они не пройдут остальную воду, и что им делать, собственно говоря. И вот к своему ужасу стоящие на башне воины Царьграда, Константинополя, увидели, что войска Мехмеда на себе веревками тащат корабли до другого берега. Они и описывает один из воинов, что вот тогда я понял, что нам их не победить, что они поставили целью завоевать нашу страну. И так и случилось, одним словом. Вот одна часть кочевников, да, утвердилась там, вторая часть кочевников утвердилась в Крыму. Но это позже во времена монгольских завоеваний. Значит, другая часть создала монгольское государство, третья часть создала бухарское государство и так далее. Кочевые народы стали оседлые. Но, становясь оседлыми, дорогие друзья, они свои традиции, обычаи не забыли. Не забыли, потому что особенно восточные народы, особенно народы, скажем, с азиатским темпераментом, скажем так, не так легко и просто забывают свои исторические корни. До сих пор, значит, что? Рустам Богатырь? Да, там не было ислама тогда. Тогда были шаманские традиции, тогда было многобожие, и сейчас это тоже есть. Значит, что случается? Народы начали вести оседлую жизнь, но они до сих пор, как говорили, например, шить юрту или шить дом, они до сих пор так и говорят. Шьем дом. Представляете, у них нет слова у некоторых народов вот оседлых, которые до сих пор, то есть были когда-то кочевниками, до сих пор это слово строить дом не существует. Шить дом. Они говорят, мы шьем дом. Дальше. Теперь. Боги. Верховный бог был Тенгре. И
Тенгре, Тенгри, Тонгир и так далее. Но про богов мы потом поговорим, когда мы будем особо шаманизм изучать, именно как, чтобы не отвлечься, потому что это долгая тема. Его еще назвали бог синего небосвода, бог победителей и так далее. Одна часть кочевников принимает ислам, вторая часть остается при старых поверьях. Еще одна часть кочевников из дома великих моголов переселяется в Индию. И в Индии дом великих моголов. Кто-нибудь знает, наверное, Тадж-Махал, да? Так вот, Тадж-Махал построил Джихангир Шах из династии великих моголов. Великие моголы правили Индией несколько сотен лет. То есть это тоже завоевание Индии правнуками Чингисхана, которые там утвердились. Но поскольку они находились среди другого народа, они сами были мусульмане, но они не могли игнорировать, скажем так, веру местного населения. Не могли, не имели права, иначе, конфликт бы возник. И вот власть идет на компромисс. Власть разрешает строить как индуистские храмы, но в то же самое время строит и исламские храмы. Но ислам в Индии не утвердился, именно вот в этой части Индии. Однако на севере Индии ислам утвердился, и индусы приняли ислам. И их начали называть пакистанцы. Так что, дорогие друзья, пакистанцы и индусы – это одна и та же нация. И воюют они только из-за религиозных различий. Больше ни из-за чего. Они пишут на одном языке, они говорят на хинди, но они воюют друг с другом только по религиозной принадлежности. Так вот, Пакистан принял ислам, вот именно население Пакистана, именно во времена правления великих моголов. То есть времена правления великих моголов, начало войн между Северной и Восточной Индией. В конце концов, Пакистан разделился и уже живет отдельной страной. Пойдемте далее. Во времена правления... Я вам не не подружка. Все. Во времена правления османов, во времена завоевания османов принимает ислам восточной народности, часть сербов, дорогие друзья. Часть сербов принимает ислам. И после этого разделяется на Сербию и Хорватию. Что тут интересного? Сало раздают. Не хочешь? Пару штук пахарим можем дать. Значит, делится на Сербию и Хорватию. Опять же, народ один и тот же, религиозная принадлежность разная. И поэтому они до сих пор друг друга грызут. Вот понимаете, как исторические события могут повлиять на будущее многих-многих поколений людей. Значит, далее пойдемте с вами. И вот уже к раннему средневековью, можно сказать, уже оседлые народы практически не остались. Они уже все образовали свои государства, они все уже избрали себе правителей, и, в общем, они уже существуют. Некоторые из них вообще пошли дальше, начали завоевательские войны по новой. И это тюркулы, то есть турки, османы. Династия Али-Осман или Оттоманская империя, как называли. Неправильно, немножко деформированное слово, то есть от слова атаман, отец, наш отец. Казаки, которые имеют в себе, вбирают и тюркский этнос, и черкесский этнос, и этнос других кавказских народностей, но там у них есть очень много тюркских элементов. Тюркские элементы, они вошли и в магию славян.
Я как-то снимала, есть у меня ролик, можете посмотреть, тюркские элементы в русской магии. Я там подробно выделила все элементы, все поверья, которые были взяты, собственно говоря, про высокомерие. Ну вот, это хорошо, учить. Я рада, для того и выкладываем. Значит, далее. Теперь поверья тюрков. Не только тюрков, вообще кочевников, магия кочевников. Дорогие друзья, поскольку кочевник, он очень сильно зависел и от погодных условий, он очень сильно зависел и от, скажем так, от того, что даст степь ему, да, он был, как, грубо говоря, джентльмен удачи. Он не знал, что его ожидает в следующую минуту. Нападут ли на его, значит, племя, заберут ли скот, женщин, разорят ли все, или не нападут. Будет ли корм, найдут ли они нужное пастбище, чтобы скот выращивать, или не найдут. То есть он всецело зависел от капризов природы, от капризов богов и так далее. Кочевники вообще в своей душе, в сердце, они сами по себе, по натуре, они очень боятся всяких порч, проклятий и так далее. В них это сидит. Вот я заметила, например, если взять народ северный, да, вот кто-нибудь там пожелал бы, чтобы ты провалился и так далее. Значит, тут размахнулся, там послал на 3 буквы и пошел дальше. Но если вы это скажете жителю, скажем, Казахстана, Узбекистана, там, Киргизстана и так далее, то этот человек будет об этом думать. Он будет каждый свою неудачу связывать с этим проклятием. Они очень чувствительны к этим проклятиям. Они очень боятся, хотя уже давно они оседлые народы, но они очень боятся, сильно внутри переживают, сильно, значит, внутри крутят, и они верят постоянно то в проклятие, то в, вот сказали не то слово, наслали, и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы запугать, например, всю семью, достаточно ощипанную курицу кинуть через балкон или куда-нибудь кинуть, чтобы они это увидели. И после этого у них начинается ходьба по бабкам, по гадалкам, по ясновидцам, чтобы там найти спасение, чтобы найти и так далее, и так далее. То есть внутри них это сидит, потому что они все приметы учитывают. Значит, до сих пор есть у них традиция лить ртуть в воду для очищения порчи. Раньше очищали человека от порчи, именно выливая ртуть в воду. Поскольку я еще раз говорю, что это кочевые народы, это народы аскетичные, это народы, которые не, значит, не могли себе позволить слишком много атрибутики и прочее, прочее, то магия их, как правило, аскетична. Они забирали своих духов, когда меняли стоянки. С одной стоянки на другую переходя, они забирали своих духов с собой. Естественно, главным в племени был шаман. Шаман, который разговаривал с духами предков и так далее. Считалось, что шаманы собирают у себя всех духов племени. Поскольку этот народ не мог себе позволить оставаться в одном месте, могилы их предков не сохранилось и нету. Ну, где-то там стоит племя, скажем, там месяца 3, там помер человек, похоронили рядом. Уходя, они, естественно, оставляли эту могилу и уходили дальше. Но как было связаться с предками? Шаман забирал души усопших с собой. Даже, например, у некоторых монгольских шаманов была традиция, они возили с собой на орбе огромный сундук, и внутри этого сундука были такие маленькие мешочки, на которых были отличительные знаки каждого племени, каждой семьи. И он говорил, что в этих мешках духи вот этой семьи, там ушедших, духи вот той семьи и так далее. Шаман был путеводитель, он входил в транс, он спрашивал у духов, у сил, куда двигаться племени, он спрашивал, как оберегать себя от врагов. То есть от шамана очень многое зависело, и поэтому племя всецело доверяло ему и слушалось беспрекословно. Далее. Человеческие жертвоприношения
одно время практиковались у кочевых народов. Но жертвоприношения были в основном связаны, скажем так, с пленниками. Но считалось еще, вообще у кочевников считается, что у женщины есть способность проклинать. Поэтому старались женщин особо не обижать, для того, чтобы женщина вдруг не прокляла. И самое страшное, это была та женщина, которая была бесплодна. Считала, что ей бояться нечего, на ее род ничего не вернется, и она самая страшная женщина. Так вот, когда женщина выходила замуж, не могла родить ребенка, ее возвращали обратно домой. Через некоторое время она могла еще раз выйти замуж. В общем, когда уже выяснялось, что она полностью бесплодна и остается у своих родителей, шаманы забирали этих женщин с собой и учили. Учили мастерству колдовать. Во-первых, это было сделано для того, чтобы женщина не была в рабстве у своего брата всю жизнь, потому что если она вернулась в дом отца, естественно, она будет значит, позиции прислужницы в этом доме ради куска хлеба. Во-вторых, это делалось для того, чтобы из этих женщин вырастить очень сильных ведьм. Не просто ведьм, а тех колдуней, которым бояться абсолютно нечего. Считалось, что если они бесплодны, значит, на их род ничего не возвращается, и они могут проклинать хоть кого. Таких женщин опасались. Эти женщины, основное проклятие таких женщин было такое, чтобы твой дом перевернулся, чтобы твоя юрта перевернулась, чтобы жизнь твоя перевернулась вверх ногами. Вот это слово «перевернулось» очень страшно звучит, потому что «перевернулось» это означает практически крах. Крах семьи, крах рода, то есть основа перевернулась, это все равно, как сказать, чтобы, все рухнуло в твоем доме и так далее. И вот таких вот проклятий они очень боялись. И сейчас боятся. У них это осело в голове, знаете, вот как предки вот этим руководствовались. Естественно, они в том числе. Еще раз говорю, мы все похожи на своих предков, мы повторяем их повадки, даже если мы этого делать не хотим. Значит, как называли колдунов, ведьм, которые в основном практиковались на проклятии? Их называли хараалчах, то есть или харалчи. От слова харал. Слово харам не напоминает грех, грехопадение, запрет. Значит, харалчи в основном это были люди, которые наводили порчу. Порчу наводили по-разному. Могли написать там какие-то знаки, чертить и подкинуть под дом. Могли, значит, эти рога животных подкинуть под дом, и дома начинались эти драки. Я лично помню, что ко мне обращалась казашка, и я ей сказала, что что-то захоронено у них под порогом дома, потому что они дома дрались. Сын с отцом дрался, в общем, там постоянно чуть ли не до смертоубийства доходило. И оказалось, что там похоронено, значит, похоронили нож. Нож и определенные какие-то письмена там завернули и просто зарыли под порогом дома. Ну, где там ворота. Они куда-то уезжали, кому-то там на свадьбу, в общем, приехали. И вот с этого дня в жизни начались ужасающие проблемы. Вот это называется хараал, то есть или харам, или куфар. Сейчас уже на исламский перешли. Но у монгольских народов до сих пор это называется хараал. То есть, значит, если насылают проклятие на скот, это называется ажжаргал, что в переводе означает усмирение. Ну, то есть усмиряют хозяина этого хозяйства, усмиряют его, приводят в усмирение, в страх. Если хозяин отказал шаману в помощи или там не дал ему то, что он попросил, значит, он наводил на скот ажжаргал. После чего приходил к нему и говорил, что если ты не хочешь, чтобы я дальше продолжал, дай мне то, что я хочу. И когда хозяин это давал, то вот эта эпидемия скота останавливалась. Ну, естественно, его семья, его благополучие зависело от этого скота, и поэтому он особо-то и не спорил.
Значит, есть вообще в этих, как вам сказать, делится вот каста колдунов на несколько различных людей. Значит, первые – это люди, которые читают по звездам, по рукам, которые видят судьбу человека на его лице. Их называют зурхайч. Это люди, которые, ну, как бы гадатели, скажем так. Так, по мелочи что-то там скажут, что-нибудь да совпадет. В основном они, ну, это как астрологи, гадатели и так далее, и так далее. Если у человека какие-то проблемы, он ищет зурхайч. Если у него более страшные проблемы, скажем так, если ему нужно лечение, он ищет знахаря, целителя, который называется медлекч. То есть это как врач, сельский врач, костоправ, там, целитель там, и так далее. Иногда медлекчи могут быть намного умнее и намного сильнее современных врачей по той причине, что их предки были врачи, доктора. То есть они вот из поколения в поколение лечат, поэтому они знают. Медлекч – это люди, которые принимали роды, которые останавливали кровотечение. Вы понимаете, что во время кочевания племени, да, отсюда туда, особо тут не разгуляешься, скажем так, и поэтому необходимость вот таких вот врачах была очень, скажем, ощутима. Значит, были люди, которые помогали тем, кто уже безнадежен, уйти в мир иной. То есть брали с них признание посмертное. Нужно было облегчить им душу, нужно было их обмывать, нужно было их, значит, подготавливать к потустороннему миру. И этих людей называли луижинч. По-другому их, если так подумать, это как монахи. Монахи, которые провожают умерших на тот путь. Их называли именно монахами. Видимо, потому что, во-первых, они были отшельники. Не каждый соглашался на вот такую, знаете, на такой пост, на такую работу, видеть умирающих, провожать умирающих в мир иной и так далее. Значит, дальше... Что я еще хотела рассказать? Свадебные традиции. Монголы обычно закрывали лица женщин во время свадьбы. Нельзя было оглядываться назад. Нельзя было, чтобы мать плакала во время ухода дочери, иначе у нее будет несчастный брак. Первый ребенок, который прибегал поздравить невесту, должен был быть мальчик. А лучше, если мальчика давали ей в руку держать мальчика, чтобы у нее родился мальчик. Считалось, что нельзя выбирать невестку с округлыми большими глазами. В больших глазах селятся черные духи. Поверье кочевых народов. Нужно выбирать женщину с искосыми глазами. Тогда она будет добрая и, в общем, будет держать хозяйство. Что еще из традиций монголов? Нужно было перед уходом в поход молиться богам победы. Когда воины, которые должны были завоевать, ну, в общем, завоевать определенные земли, воины, которые должны были выйти защищать свое племя от нападений, они ночью вместе с шаманом накидывали на себя волчью шкуру и начинали кружиться вокруг костра, напевая всякие там, в общем, эпические, да, свои танцы предков, мольба к предкам называлась. Они тем самым имитировали себя волками, то есть бесстрашными. Это еще относится к тотемизму. Вызвать тотема племени, волка. Почему тотем племени волк считался, что волк не боится никого, что у волка нету чувства страха. И что волк нападает на тех, кто сильнее его. Но в то же самое время волк хитер. Волк может быть одиночка, волк может быть со стаей, да?
это очень напоминало жизнь кочевника, переходы от одного места еды на другое место. Поэтому испокон времен тех далеких кочевники выбрали себе волка. Почему именно вот есть разные версии объясняющие, но именно вот, скажем так, как таковой стопроцентной версии такой не существует. Не можем со стопроцентной гарантией, скажем, знать, почему так произошло. Сейчас, секунду, извиняюсь. У меня не показывает абсолютно форум. Может быть, сейчас в другом телефоне. Секунду, извиняюсь. Вот, видите, у меня тут открылось. Значит, вот, видите, а у меня нету почему-то форума. Здесь не выходит. Вы форум видите, а я не вижу. Странно. Дальше. Так, смотрим дальше. Да, есть тотемное животное жаба. Тотемных животных пресмыкающих не бывает. В основном тотемные животные это, если пресмыкающиеся, это только змея. В основном это дикие животные, то есть это хищники. Змея только допускается к тотемным животным. Ну, уже не знаю, кто он там жабу назвал. Это хорошо. Да. Скажите спасибо, что не червяка назвали тотемным животным. И на том спасибо. Итак, дорогие друзья. Да, я сниму, но это просто, это нужно подготовиться. Это долгий вопрос. Я как-нибудь сниму. Напоследок хочу вам сказать, что у каждого народа в подсознании есть те традиции, обычаи, те поверья и прочее, что осталось, скажем так, от предков. Это не стереть. И это относится ко всем повадкам. Это относится и к ведению хозяйства, это относится и к созданию семьи, это относится и к традициям, обычаям, это относится и к дому, к тому, как, скажем, обустроен дом, да. Это все идет из нашей генетической памяти. И поэтому, если у вас были предки-кочевники, то наверняка то, что я вам рассказала, очень подходит для вас. То есть наверняка у вас есть именно такой страх и прочее, прочее. Когда я говорю, что ведьмы, значит, бывают и еще хорошими психологами и эрудированными людьми, я говорю к тому, что если ведьма знает особенности каждой нации, она, отталкиваясь от этих особенностей, может видеть всю натуру человека, понять, что хочет, чего боится, о чем мечтает и так далее, и так далее. То есть даже достаточно просто очень хорошее знание этнологии, очень хорошее знание традиций, обычаев, чтобы понять, что желает человек от тебя услышать и узнать. Понимаете, о чем я? То есть, что ему нужно в этой жизни? Даже тут просто знание психологии народа иногда бывает достаточно, чтобы понять, чего человек к тебе пришел, почему, что ему нужно, что он хочет поменять, и на что он пойдет, и на что он готов. Одним словом, дорогие друзья, что это... Ладно, я не успеваю читать за этим всем. Если у вас есть вопросы по магии кочевников, то я вас слушаю. Я, насколько смогла, в принципе, исчерпывающе это вам показала. Ну, плюс к тому, что есть шаманские праздники, даже у народов, которые приняли ислам, эти праздники существуют. И там тоже существуют шаманы. Одна часть приняла буддизм, вторая часть осталась при шаманизме. Монголия, например, до сих пор исповедует шаманизм и многобожие, собственно говоря. Поклонение духам, поклонение предкам.
поклонение духом порога. Вот перед вами, например, вот так ставили перед дверями дух порога, который должен был охранять юрту от нежеланных посетителей. Я знаю, что многие люди, невзирая на то, что имеют квартиры, дома и так далее, они любят жить в юртах. Вот мужчина, который, скажем, азиатского происхождения в Волгоградской области, перед своими дверями, у него дом огромный, двухэтажный, он поставил огромную юрту. И он говорит, что ему просто очень нравится жить в этой юрте. Он себя чувствует как у себя дома, понимаете? Потому что его все детство прошло в юрте. И сейчас до сих пор скотоводы, которые поднимаются в горы, поднимаются туда, они обязательно там, значит, ставят юрту, потому что юрта защищает и от, значит, как бы сказать, от холода, от тепла, и юрта защищает и от хищников. Вообще юрта это такой домашняя уютная обстановка. Когда мужчина и женщина должны были уединиться, естественно, юрта это однокомнатная такая круглая, да, круглое помещение, где все спали. И не было никакого выхода и никакого способа уединяться с молодой женой. И они брали юргу. Юрга это огромная такая, то есть длинная палка, и на кончике палки есть отличительный знак, в общем, рода и семьи. И они брали юргу и уходили в степь. Там нигде не спрячешься, там просто сплошная степь. И для того, чтобы культ родных богов не потерян, Эльдар. Он не просто спит и ждет своего времени, этот культ, поверь мне. Он не потерян. Он как был, так и остался. Боги как были там, они там так и есть. И они руководят всем процессом, поверь мне. Значит, вот юрга, бралась юрга, и уходили молодые в степь. И эта юрга, значит, вонзалась в землю, стояла юрга, и к этому месту никто не подходил. И юрга называется юрга территория любви. То есть нельзя было подойти к этому месту. Считалось, что там молодые занимаются любовью. Поэтому это вот очень так деликатно юргу обходили. Ну вот нашли кочевники такую вот, скажем так, решение проблемы. Как-то ж нужно было, извините, размножаться людям. Значит, если какие-то действенные обращения к стихиям от кочевников есть, и у меня есть такие обращения, это ритуалы, значит, удача кочевникам монгола и так далее. Там как раз обращение к стихиям и к богам и прочее. Эти обращения я подарила вам, можете взять и сделать. У вас все получится. Это именно действенное обращение. Ну, так. Да, уважали и обходили, потому что это нормальная вещь. Спасибо, благодарю вас. Это нормальная вещь. Таким образом они решили эту проблему насущную, потому что это были не горы, чтобы где-нибудь в этих за камнями скрываться, а они просто честно показывали, что это их место, и к этому месту никто не подходил. Это место называлось священным, в общем, и так далее. Почему юрта в форме круга? Ну, во-первых, круг, он хорошо садится, да, на почву, и, естественно, держится хорошо. Во-вторых, круг защитный, круг солнца, круг земли, небосклон, круг небосвода, понимаете? Это все считалось защитой, то есть вокруг они создавали такое некое энергетическое поле. Когда ставили юрту, после старшая женщина в доме должна была 7 раз обходить вокруг юрты, значит, и говорить какие-то заклинания, молитвы, защищая вот это вот пространство, где должны жить ее дети. Потому что ей эта власть была дана
значит, и она имела право просить богов, силы, духи, неважно. И даже невзирая на то, что некоторые приняли буддизм, некоторые ислам, некоторые остались при шаманизме, вот эти ритуалы и традиции, отличные от как бы ислама, они до сих пор есть. Есть еще украсть, называется, украсть шкуру или украсть овцу, когда друг у друга они выхватывают шкуру. Раньше была живая овца, сейчас уже эту игру перенесли овечью шкуру. Друг у друга, значит, молодые парни на лошадях, на конях выхватывают овечью шкуру. И кто вот преподнесет, кто первый сможет там его отстоять, тот есть победитель. В древней Монголии, еще вот в те времена, когда они были кочевые племена, дорогие друзья, устраивали конкурс красавиц. И этот конкурс красавиц перешел и в степи. Вот, например, в Бухарском царстве, в Бухарском ханстве была такая традиция. Красивые женщины показывали свои прелести. И вот да, не удивляйтесь. И это не считалось дикостью, это не считалось... У китайцев эта традиция до сих пор осталась. Когда женщина обнажалась и проходила по рядам мужчин, и никто не имел права ее потом попрекать, никто не имел права ее унижать и как-то еще. Приходили, например, выбирая жену, разрешали баю посмотреть на ее тело. Если он это тело не желал, он не брал в жены женщину. Он потом не имел права где-либо открывать рот и рассказывать о ее прелестях. Это считалось не по-мужски, это считалось, скажем так, низким поведением, понимаете? Но показывать прелесть свою женщины тогда имели право, но это было, вот как бы сказать, в таком малом кругу, и они показывали, насколько они красивы. Но не каждая женщина на это решалась, не каждая женщина решалась на такой шаг. Была одна красавица, которую звали Булугур. Так вот, Булугур, ну, зря ты так думаешь, Настя. Ты не знаешь тогда, какие были, скажем так, эталоны красоты. У Булугур отец и брат были посажены, брошены ханом в темницу за попытку восстания. И когда произошел такой конкурс, она значит, скрывая свое настоящее имя, поучаствовала в этом конкурсе. И хан, увидев эту красивую женщину, сказал, что она красивее всех женщин его ханства, и пообещал всенародно выполнить любую ее просьбу. И она попросила жизнь своего отца и брата. И хан был вынужден их отпустить. Вот в истории, значит, вот конкурса красоты кочевников такой момент присутствовал. Значит, нельзя было стричь волосы до замужества, потому что считалось, что волосы обидятся, и у женщины не будет защиты. Нельзя было женщинам показывать ступни, потому что считалось, что на ступни отправляют всякие заклятия и проклятия. Нельзя было показывать лицо невесты, поэтому, исходя из этой традиции, очень многие молодые парни были обмануты, когда им подсовывали совсем других жен, и они обратно не имели права ее отдавать. Поэтому всю жизнь вымещали на них, били их, значит, мучили их и, как бы сказать, свою злобу на них вымещали, потому что отцы этих девушек их обманули. А делалось это следующим образом. Когда приходили сваты, показывали одну дочь, а выдавали, значит, ту дочь, которая была уродлива, может, она была косая, хромая, не знаю, но выдавали ее под видом той дочери. Поскольку жениху смотреть во время свадьбы на нее было нельзя и никому нельзя, то вот таким образом подсовывали, выдавали замуж тех девиц, которые остались дома. Ну, невзирая на то, что их били и унижали, что там делали, но, в принципе, они рожали детей, они как бы создавали семью. Вот таким вот образом обманным. К сожалению, такие факты в истории тоже бывали, собственно говоря. Наверное, все на этом, потому что у меня тут зарядка сейчас сядет, я еще плохо его зарядила.
Так, есть еще вопросы, можете задавать. Бедные женщины, эти бедные женщины, они не только в Азии и у кочевых народов так выдавались замуж. На Руси тоже была такая традиция обманывать сватов, показать одну, а подсунуть другую. И уже после этого никуда не денешься. И вот они били своих жен смертным боем, разводиться было нельзя. И многие женщины поэтому уходили в монастырь, то ли вешались, то ли умирали рано от этих мучений, от этих издевательств. Они долго не могли жить, потому что в отличие от, скажем так, других болезней, да, нелюбовь и издевательство, оно очень быстро делает свое дело, уносит в могилу. Лезут волосы, ничего не надо хранить, нужно их сжигать. Ой, что это за дура тут пишет? Вы нетолерантны к людям. Что-то мне так под роликами написали. Да, я очень страшная, плохая женщина. Бойтесь меня все. Да, жителям Азии совершенно нелегко приходилось и завоевывать себе эти территории, и удерживать, и создавать государство, и подчиняться этим традициям, обычаям. На самом деле эти народы прошли достаточные испытания, я бы сказала. Все, дорогие друзья. Да, нужно налаживать с богами тех стран, где ты будешь жить, потому что это те духи и силы, которые будут помогать тебе в этом месте. Если ты их не будешь почитать, то отношение к тебе будет не самое лучшее. То есть эгрегор этого места нужно почитать. Всем удачи, потому что у меня садится батарея. Я боюсь, что я забыла хорошо их подзарядить. Если я сегодня не устану, у меня есть еще одна интересная тема, но если я не устану, не обещаю. Всем удачи и всех благ.